Вам наверняка знакомо это чувство, когда крутишься в колесе, работа, дом, из года в год, и ничего не меняется. Вроде ты зарабатываешь больше, но богаче не становишься, только исчерпываешь свой лимит на радость. Я остро почувствовала это в свой день рождения, 2 января, когда мне пришлось идти на работу. В ледяной ветер, трамвая жду, на улице -5, и такое чувство пустоты внутри. Все вроде какие-то радостные, все вокруг светится, сияет, а у меня просто 0 эмоций, пустота. И я про себя подумала, я ведь знаю ответ на этот вопрос. Нужно записать вам видео и рассказать, к каким выводам я пришла и почему так происходит. Так почему же мы не богатеем? Первая причина, которая всем очевидна, но тем не менее я должна ее озвучить, это инфляция на уровне страны. Раньше я думала, просто буду копить, откладывать денежки с зарплаты. Но в какой-то момент я осознала, что я коплю или храню их даже в банке на депозите, то есть там есть какие-то вклады с процентами, но денег не становится больше. Я их накапливаю, трачу, и они исчезают. Корзина продуктов и другие продукты, которые я покупаю для жизнеобеспечения, как занимали какой-то процент в моем доходе, так и занимают. Зарплата повышается, но процент остается тем же. Вы можете вбить в Google, насколько подорожала жизнь в вашей стране, какой-нибудь индекс потребительских цен, или в принципе сравнить текущий год с предыдущим, и у вас появится некий там процент. 3, 5, в зависимости от того, где вы там живете. Может 15, 20, опять же. У всех эти цифры стран разные, и в разные годы тоже разные. Вы сможете увидеть некую динамику. А теперь, узнав эту цифру, сравните ее с тем, как она соотносится с ростом вашего дохода. Например, если вы увидели цифру 5% инфляции, росла ли в тот год ваша зарплата на 5%? Вот. Скорее всего, нет. И даже если росла, возьмите промежуток побольше, лет 5 или 10, и вот сравните вот эти циферки роста инфляции с ростом вашей зарплаты. Ну что, как, поспеваете за уровнем инфляции? Скорее всего, нет. А если поспеваете, я очень за вас рада. Но подумайте, как с такой гонкой вы сможете отложить себе на пенсию, что вы вообще там будете делать? Вторая причина – это инфляция образа жизни. Она еще страшнее. Деньги, за которые я покупаю атрибуты богатства типа машины, часов, дорогих каких-то аксессуаров, сумок, гаджетов, все это пустышки. Они делают меня не богаче, они поднимают мой статус в глазах окружающих. И пока я еду в своей новенькой машине с новой сумкой, их ценность снижается. И я снова иду на работу, чтобы в следующий раз сделать то же самое и обвешаться еще какими-то атрибутами. Или еще хуже, импульсивные покупки, чтобы купить себе немножечко радости за то, что я такой хороший, работал и устал на этой неделе. У меня есть пример для вас из жизни. У меня была моя любимая импульсивная покупка. Я купила себе сумку Michael Kors впервые. Я никогда не покупала себе, для меня это дорогая была сумка. И я жалела на нее денег, думаю, я ни разу не покупала себе какой-то статусной вещи. И вот я ее распаковываю, тут каждый ремешочек, каждый замочек был в оболочке. Я так открываю, боже, какой шик, блеск. Вот это я молодец, смогла себе заработать и позволить. И радость моя, как думаете, сколько длилась? В этом случае неделю. Что вы думаете, я делала после недели? Я искала себе на маркетплейсах новую сумку еще дороже, еще красивее. Подумала, блин, такая крутая сумка, нужно, наверное, срочно покупать вторую. А у вас есть импульсивные покупки? Пишите в комментариях, какая ваша самая любимая импульсивная покупка, о которой вы порадовались очень короткий срок. Так вот, это замкнутый круг. Мы работаем, чтобы купить себе пластырь на душу, поблагодарить себя за рабочие будни. И для этого же мы вынуждены работать еще больше, чтобы купить себе еще либо больше пластырей, либо огромный-огромный пластырь в виде какой-нибудь люксовой машины. У меня для вас есть пример. Помните мой любимый блокнотик? Сейчас я вам нарисую графики, чтобы было немножко нагляднее. Вот у нас есть кривая наших денежек. Вот мы растем, получаем свои деньги. Вот есть кривая нашей жизни. Трудоспособный возраст начинается, не знаю, у кого-то по-разному, 18-20 лет, например, 20. Разобьем десятилетия. 30, 40, 50. Блин, в следующий раз я куплю что-нибудь, какой-нибудь гаджет получше. Ну, пока как есть бумажка и ручка, наши спасители. Что мы имеем? Вот ваш уровень дохода. Начинается в точке.
вы его вроде поднимаете, поднимаете, вот вы пришли, и вот вам в 60 лет пенсия, и вашего дохода больше нет. Или здоровья нет. Вдруг вы заболели и больше физически не способны зарабатывать деньги. И вот он рос, все классно. Но смотрите, когда ваш доход растет, каждое десятилетие, например, вам повышали зарплатку, обычно там до 30 идет прям мощными темпами повышения зарплаты. И вы там выходите на какую-то классную цифру, в которой вам комфортно, вы можете себе позволить покупать больше. У всех по-разному, но обычно к 30-35 уже и какой-то уровень дохода есть. И вы живете вполне себе окей. А теперь смотрите, есть инфляция. И вот она растет примерно вот так. Итого, ваша потребительская корзина, которая занимала, не знаю, давайте сравним вот этот уровень инфляции, пускай это будет наша потребительская корзина. То есть у нас есть какой-то кусочек, который мы можем откладывать из нашей зарплаты, а все остальное уходит на потребление. И вот этот только кусочек мы можем откладывать на свою достойную какую-то жизнь и вообще как-то думать о будущем. И когда мы делаем импульсивные покупки или вообще позволяем себе купить средства роскоши или любой атрибут, который кушает деньги или обесцениваете, не знаю, например, вы покупаете машину каждые 5 лет, то есть вы отдаете деньги, тратите на бензин, это вашу цифру сразу же поднимает вот так. Блин, что за ручка? Отстой. И ваша вот эти вот денежки, которые остались, они все меньше и меньше. Получается, чем больше вы покупаете, тем меньше у вас остается что-то для себя. Вопрос, как вы будете жить на пенсии, если вы ничего не откладывали и никак не зарабатывали с остатка, который у вас остается зарплаты. Как лично я выбираюсь из этой ловушки? Я заменила потребление на инвестиции. Теперь мой дофамин, который я получала раньше от покупок с пакетов из магазинов, это мои инвестиции. Я вкладываю в какие-то компании денежки, захожу в приложение и вижу цифры. Я обожаю просто цифры, когда они там зелененькие, красненькие. Я могу просто, вот мне грустно, скучно, я открываю просто приложение и смотрю, как они там бегают. И мне это доставляет некую радость. И каждый раз, когда я задумываюсь, например, хочу ли я купить какую-то вещь, новый гаджет, кофе в Старбаксе, я думаю, окей, я сейчас куплю себе кофе, если это принесет мне радость, и я буду счастливее в этот день, прям серьезно счастливее, конечно, я себе его куплю. Я не отказываю себе там в каких-то маленьких мелочах, которые действительно поднимают мою энергию, мою радость. Я таким не страдаю. Но если я понимаю, что эта покупка, ну вообще никак мне не поможет, она мне буквально там на 3 минуты сделает мое настроение лучше, а потом я опять уйду в дофаминовую яму, я открываю обычно свое приложение, такая, лучше я эти 5 баксов или сколько я там собиралась потратить, закину в инвестиции. И там я увижу со временем, как цифры растут. Некий азарт появляется. И ты такой, я такой молодец, и я себя хвалю. То есть я получаю сейчас дофамин от того, что я не трачу деньги, а вкладываю их, потому что они мне принесут доход какой-то в будущем. Поэтому, как только ты начинаешь понимать математику процессов, мозг немножко перестраивается и начинает получать дофамин от какого-то долгосрока, вместо того, чтобы получать кайф от временных вещей. Вы можете подумать, Оксана, что сделают твои $5? Ничего. Можешь откладываться, не откладываться, богаче ты от этого не станешь. Но вот эта вот кривая, если просто эти $5 складывать в какой-то мешок, они, конечно же, ничего на долгосроке нам не принесут. Но инвестиции, которые я покупаю, они растут сами по себе. То есть вот этот вот кусочек, который я откладываю каждый год, он растет примерно на плюс 8% годовых. И если я даже откладываю по $5 в день и начинаю инвестировать как можно раньше, то я заработаю сильно больше, чем люди, которые начинают инвестировать позже. Потому что даже $5, которые я вложу, когда мне было 20 лет, принесут мне вот столько дохода. Если я вложу по $5 или по 25 в 30 лет,
Вот это я, конечно, как курица лапой, простите, пожалуйста, не подготовилась достаточно хорошо. Если я в 30 лет, например, уже могу вкладывать по $25, ну, к примеру, я разбогатела, я такая богатая, думаю, начну-ка я инвестировать прямо сейчас. Я заработаю меньше, чем человек, который вкладывал по $5, начиная с 20 лет. У нас с ними будет разная кривая. Потому что инвестиции приносят плюс 8% годовых, и каждый доллар, который вы будете вкладывать, будет генерить доход. Как еще я себе это объясняю? Почему это работает? Вы скажете, Оксана, ты нам продаешь какую-то сказку для богатых. Почему это работает? Что вообще такое инвестиции? Я покупаю долю в какой-то большой компании, гиганте. Я не покупаю у одной компании, я покупаю обычно целый сток сена с компаниями. И эти компании в нашем современном капиталистическом мире направлены на то, чтобы генерить деньги. Их вся вообще сущность завязана на то, чтобы расти, повышать цены выше, чем инфляцию, и генерить деньги для собственника. Когда вы покупаете кусочек такой компании, вы обеспечиваете вот за стоимость покупки генерацию дохода с этих денег. То есть компания будет работать за вас и генерить эти деньги вперед инфляции. В этом весь большой смысл, как я себе это объясняю. Моя основная цель в инвестициях – это не разбогатеть быстро, переиграть как-то там рынок. Я хочу сохранить те деньги, которые я уже заработала. Это первое. Второе. После того, как пройдет уже лет 10 моих инвестиций, я не только заработаю, я уже и смогу на какой-то доход с этого жить. То есть я приду к той точке, когда я физически уже, возможно, не смогу работать, но у меня хотя бы будет выбор. Не ходить до пенсии на работу, вкалывать, когда у меня уже суставы болят или еще что-то похуже, я там вообще буду, возможно, не передвигаться в какой-то момент. Я смогу хотя бы получать какой-то небольшой возможный доход с этих денег. То есть я вкладываюсь в свое будущее. И это позволит мне быть более гибкой. Возможно, я смогу какую-то найти низкооплачиваемую работу на гибриде, выбирать, работаю я сегодня 1 час, 2 часа, то есть прийти к какой-то более-менее свободе к определенному возрасту. Я, скорее всего, не стану миллиардером, но я собираюсь дожить до того момента, когда мне не нужно будет работать по принуждению, а я смогу выбирать, сколько мне работать, когда мне работать, потому что у меня будет некая безопасность в виде денег. Ну что ж, вот такая вот тема. Меня зовут Оксана. Рада, если вы досмотрели до этого момента. Спасибо вам большое. Канал начинает расти. Я очень сильно благодарна всем подписчикам, которые подписались прям от души, душевно в душу. Спасибо, что вы самые первые поддержали момент, когда там была цифра 0 на экране. Мы будем потихонечку расти. Надеюсь, темы вам откликаются. Пишите свои комментарии. Буду очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь. А я буду следовать плану и выкладывать по 1 видео в неделю. Пока!